Россия ускоряет наступление. Детей массово готовят к ракетным ударам. Минфин заберет долги россиян без суда. Это «Воздух», новости на Ходорковский лайв. И прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. Российские военные ускоряются на фронте. За последнюю неделю они захватили в Украине почти 235 квадратных километров территории. Как пишет издание агентства со ссылкой на данные проекта Deep State, это рекорд. Всего с начала ноября Россия захватила в Украине больше территории, чем за весь октябрь. Быстрее всего российские солдаты продвигаются в южной части фронта. Там захвачено 187 квадратных километров территории. Больше всего под Великой Новоселкой и Покровском. Сегодня украинские телеграм-каналы сообщили о том, что ВСУ удалось очистить от противника окраины Купянска. Это важный логистический центр, который несколько месяцев в 2022 был под контролем Минобороны РФ. Но с осени того года освобожден. И это хорошая новость для ВСУ, но сегодня же есть и плохая. Российские военные вошли в центр Курахово Донецкой области. Военные эксперты называют этот город одним из ключевых логистических центров для ВСУ и ключевым центром обороны на юге. По данным разных сторон, в городе идут бои. Курахово расположено на дороге, ведущей в Запорожскую область, которую российская армия при успехе может перерезать. Продвижение российской армии фиксируется на разных участках фронта. Разрешение бить дальнобойными ракетами по российской территории поступило поздно и не может сейчас переломить ситуацию, считают эксперты. В российских школах, детсадах и техникумах начали массово проводить учения на случай ракетных ударов Украины. Такие занятия прошли как минимум в 16 регионах, включая приграничные области – Брянскую, Белгородскую, Курскую и Воронежскую. Дети учатся реагировать на ракетную опасность и эвакуироваться. Однако некоторые родители жалуются на стресс у детей, как, например, в Орловской области, где внезапная тренировка довела школьницу до истерики. Об этом рассказало издание агентства. Друзья, прежде чем продолжить, ненадолго отвлекусь, чтобы напомнить вам, мы завели телеграм-канал, куда дублируем все наши программы, в том числе и в аудиоформате, чтобы вы могли получать новости в любой удобной для вас форме. А в случае блокировки YouTube в России мы сможем оставаться с вами на связи. Подписывайтесь, ссылку на канал вы найдете в описании к этому ролику. В Тверской области около 20 населенных пунктов остались без света, связи и проезда из-за снега и упавших деревьев. Об этом сообщили «Осторожно, новости». Издание поговорило с жителями деревни Аксенова. Местные жалуются, что автолавка перестала приезжать. Вчера на внедорожнике еле проехали. Довезли в деревню старикам минимальный набор продуктов. В деревне всего 10 человек, включая 3 инвалидов, один из которых не ходит. Власти региона заявили, что техники для расчистки дорог нет, хотя Россети сообщили, что устраняют последствия непогоды. А в Калининградской области губернатор Алексей Беспрозванных предложил привлекать местных жителей к уборке снега из-за нехватки дворников. На случай таких снегопадов, а в нашем случае это как раз такие экстренные снегопады, привлекать дополнительные, именно на этот период, дополнительные жители Калининграда, которые хотят поучаствовать в этом. Сейчас в регионе работают всего 488 дворников, но этого недостаточно. Их, по оценке местных властей, нужно втрое больше. Губернатор также раскритиковал неубранные дворы и простаивающую технику, купленную за 400 миллионов рублей. Дефицит дворников не только в Калининграде. В Петербурге эта профессия стала самой востребованной. В этом году, по данным издания «Сирена», из города депортировали более 6 тысяч трудовых мигрантов, вдвое больше, чем за весь прошлый год. Всего за полгода из России выдворили 86 тысяч человек. Власти запрещают иностранцам работать в транспорте и в сфере услуг. Минфин хочет собрать с россиян 22,5 миллиарда рублей, разрешив взыскивать долги по налогам без суда. Правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий налоговой службе забирать долги у физлиц во внесудебном порядке. Об этом сообщило издание РБК. По задумке чиновников, это разгрузит суды и избавит россиян от лишних судебных расходов. Сейчас долги взыскивают через суд за 10 дней, а новый порядок должен заработать с 1 ноября, но следующего года.
В Роспатенте появилась заявка на регистрацию товарного знака «Орешник». Под этим брендом хотят выпускать водку, медовуху и даже кюрасао. Заявитель некий Максим Гончарук. Тем временем культ Орешника набирает обороты. Зюганов предложил сделать 21 ноября, день удара по Украине, всероссийским праздником. А Миронов уже запустил моду на патриотический мерч. На заседании он явился в футболке с Путиным и надписью «Крепкий орешник». Володин оценил. Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический, поэтому хотелось бы, чтобы на это обратили внимание наши представители средств массовой информации. Вот как надо работать, коллеги из СМИ. Видите? Что ж, это все новости, которые я собиралась вам рассказать к этому часу. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка, несмотря на то, какими бы абсурдными и странными ни казались вам те новости, которые нам приходится озвучивать. Ставьте лайк, так вы помогаете нам распространять наши видео в YouTube. И подписывайтесь на Ходорковский лайв. Кстати, не только в YouTube, но и в Телеграме. Ссылка на Телеграм-канал есть в описании к этому видео. Скоро увидимся.